Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые подписчики и гости моего канала. Спасибо вам большое за то, что вы доверяете, за то, что вы вместе комментируете и реагируете на все происходящее. Мы тоже с моими гостями пытаемся реагировать. Сейчас со мной на связи Дмитрий Спивак. Дмитрий, здравствуйте. Да, добрый день, Саша, или добрый вечер всем зрителям, добрый день, утро, вечер, ночь. Я же так понимаю, что ваш канал, Саш, смотрят на разных континентах, поэтому обращаюсь тоже с удовольствием ко всем континентам. Подписывайтесь на канал Александра Шелеста, должно быть интересно. Сегодня постараемся тоже не испортить. Поехали! Да, давайте начинать, и начнем с нового ожидания. Ожидание Владимира Путина. По российским средствам массовой информации пронеслась просто громогласная новость, что Путин выйдет, назовет специальную военную операцию теперь контртеррористической, объявит о кадровых чистках, в общем, введет вполне возможно и военное положение в отдельных регионах Российской Федерации, не только оккупированных, а и приграничных с Украиной. Но позже выходит Песков и говорит, что не планируется сегодня и, собственно, я так понял, в ближайшее время вот такое обращение. Что происходит сейчас в верхушке Кремля? Что конкретно витает? Потому что мы видим, как как-то не успевает Путин. Не успевает или слишком осторожничает, или слишком галопом идет вперед. Какой вариант выберете вы? Зацеплюсь в твоем длиннющем вопросе за одно слово. Что витает вокруг Кремля? Отвечу. В политическом воздухе Кремля витает полная жопа. А вот она витает, и она увеличивается в размерах, это жопа. И вот в нее боятся залететь, как с вентилятором, все башни Кремля. Потому что она большая становится, эта попа. И вот все, что там витает. Значит, это первое. Там идет агония, агония Цуцванга. Я вот уже не первый раз это слово говорю, это для зрителей, да, это шахматный термин. Он гениально просто подходит к нынешней ситуации. То есть Цуцванг – это каждый последующий ход лишь ухудшает твою ситуацию. То есть что бы ты ни делал, становится еще хуже. Вот в Кремле политический Цуцванг, и у Путина политический Цуцванг. И башен там много в Кремле, и там идет просто колоссальный раздрай. Я уже где-то пошутил, что Рамзан Дон Кадыров, еще парочку так выдаст вот этих оппозиционных, значит, месседжей, и ему нужно будет собирать Манежную площадь. Я думаю, что в России может появиться такой новый оппозиционер Рамзан Кадыров. И если почитать историю, Саш, то я могу сказать, процессы, которые происходят сейчас в российской власти, они одинаковы во все века. То есть любая империя простит императору все, что угодно, пока император ведет завоевания, пока он победитель, пока он побеждает, пока он, так сказать, да, пока его боятся и так далее. Как только император, вождь, как угодно можно его назвать, царь, как только он проигрывает, как только его начинают унижать, все, Акела промахнулся. И вот все вот бояре, да, пытаются спрыгнуть с этого корабля, потому что он их тянет, куда-то в тупик. Это такая маленькая политинформация. Ничего нового сейчас в России не происходит. Все это было в других странах, в другие времена, и везде это было, и в средние века, и в древнем, и Рим, и Греция. И надо читать просто все то же самое. Да, император промахнулся, и он ведет всех, кто наживал миллиарды и миллиарды, кто хочет спокойно жить с детьми, с, не знаю, женами, любовницами, ездить на Запад, быть уважаемыми людьми, тратить свои миллиарды куда-то, причем тратить не в Воронеже, потому что, что им там в Воронеже? Им хочется в Монако, в Лос-Анджелес, и так далее. И поэтому все, там идет катастрофа, они не понимают, что делать. Значит, и мы поговорим сегодня об этом, какие у них есть, на мой взгляд, два пути развития событий. А сегодняшний вот этот вброс, это чистый вброс, это что скажет Путин. Значит, во-первых, не важно уже что. Было важно 24 февраля, было страшно. И даже 9 мая было, как-то так, да, хрен его знает, потому что 10 лет подряд его боялись. Его ненавидели в мире, но боялись, потому что ядерное оружие, потому что Россия, потому что вот это созданный миф
да, о какой-то страшной, порабощающей все силе российской армии. А сегодня не страшно. Ну, какая разница, как он назовет эту операцию. Те же извините, те же ФБРЖ, только вид сбоку. Можно подойти к одесскому дюку и посмотреть на второй люк. Или в другую сторону. Ну, антитеррористическую, на какая, что изменит это, спрашиваю я, на фронтах, что изменит это в ощущении мировой общественности, что изменит это в планах вооруженных сил Украины, в конце концов, а что изменит это в самой российской доктрине? У нас и так война, она просто так называется, спецоперация. Идет широкомасштабная война, ракеты и бомбы все равно прилетают к нам ежедневно, да, дроны еще добавились иранские. Да, какая разница, как ты назовешь. Поэтому подумали, не проходит. Значит, поэтому Песков вышел, говорит, да, не, у нас все по плану. Ну, пусть у них все будет по плану. Никакую войну он не объявит, потому что из военной операции любой, Саш, я сейчас объясню, почему не объявит. Тут очень четкий политический и юридический аргумент, почему практически никто в мире, да, проводя военные действия, не называет это войной, а называет это какой-то операцией. Потому что войну нельзя закончить, а операцию закончить можно. Ну, на каком-то этапе можно сказать, все, мы выполнили цели, военная операция выполнена, мы отваливаем. То есть, когда ты объявляешь войну, все, да, пути назад нет. А любая спецоперация, как бы ты ее нахрен не обозвал бы, она оставляет тебе, значит, что ты можешь говорить, договариваться, подписывать какие-то соглашения и потом для своего электората рассказывать, что ты все добился. Поэтому не надо ждать, мир затаился, кроме Украины. Украина не затаилась. Какая разница? Ну, сегодня по Белой церкви прилетели дроны, да, по нашей Белой церкви. В центре, и это больно. А значит, мы им отвечаем, а они по Николаеву, они по Харькову. Ну и что, Саш? Какая разница, как ты назовешь? Да. Смогут ли они свои там 300-400 тысяч мобилизовать? Ну, смогут. Ну, 140 миллионов живет в России людей. Ну, смогут найти 400 тысяч. Соберут по сусекам. Я хочу... Меня смущает уровень мотивации этих людей, военной подготовки и отсутствие логистики, поставок, технического и материального обеспечения этих людей. Поэтому я думаю, что они должны понимать, что они в Украину едут погибать. Вот если бы они это поняли, то, может быть, глядишь, у них что-то и поменялось бы. Все, Да, точка. да, Я ответил Я на все хотел твои бы, вопросы. вот, Дмитрий, сейчас это очень важный момент. Мы о дронах поговорим отдельно. Что произошло, как произошло. Потому что ночью прилетели в Белую церковь. Днем, да, вот в середине дня сегодняшнего, когда мы с вами говорим, фастовщина, там были замечены дроны. Мы об этом отдельно поговорим. Я хочу просто закрыть тему витающей пятой точки над башнями Кремля. Смотрите, Песков же тоже сказал, что Пригожин просто бизнесмен, который помогает посильно, собственно, власти. А у Кадырова нашли, извините, увидели на фото, да, вот там, в его обстановке, где он там встречался с бравыми своими опричниками. Только они кричат не Гойда, как Охлобыстин, а немного другое слово. Нашли Луи Виттон боксерскую грушу за там 125, по-моему, или 175 тысяч долларов. Их всего 25 таких выпустили. И, собственно, одна у него. У меня вопрос в контексте этой витающей попы. А есть вообще на кого глянуть российскому человеку, кто бы мог куда-то, зачем-то, ради какого-то другого будущего, нежели умирать в Украине и переживать колоссальные санкции? Вот есть такой политик, надежда у России, что за кем-то можно пойти следом? Нет. Ну, если коротко, нет, точка. Абсолютно все. Слушайте, 20 лет Путин правит, выстроил абсолютно жесткую вертикаль, причем основанную на системных спецслужбах. Да, поэтому абсолютно все зачищено. Так называемая либеральная оппозиция, она такая же, как и эти. Вспомни, чего они все говорили про Крым. Никто из них, так сказать, идя к власти, хотя я уверяю тебя, Саша, что представители либеральной оппозиции в России не придут к власти еще многие годы. И это один из вопросов. Да, мы все время Путин, уйдет Путин. Надо же понять, кто придет после него. Может быть, придет человек намного моложе, еще более сумасшедший. Да, так же тоже может быть.
Поэтому нет, не на кого. Что касается Кадыров, Луи Виттон, слушайте, ну все понятно, ну, люди купаются в роскоши просто, ну купаются в роскоши, да, Кадыров это личная охрана Путина многие годы, поэтому на Чечню списываются там миллиарды и миллиарды бюджетных денег. Нахрен оно нам с тобой надо, в какую грушу он кого куда бьет там и как он тренируется. Дело в другом. Дело в том, что Пригожин и Кадыров это как раз те раздражители, которых или кого-нибудь из которых могут принести в некую сакральную жертву, чтобы продемонстрировать наконец Путину, что ну надо что-то заканчивать, мы против. А там есть кланы, которые против и которые хотят договориться с Западом. И есть очень серьезные люди в разных кланах, кто ведет разные закулисные переговоры, понимая, что они хотят говорить о будущем России. И их мало уже стало интересовать будущее Путина. Их, собственно, уже интересует их собственное будущее, но и будущее России, потому что они как бы, да, все-таки государственники и так далее. И я не удивлюсь, Саша, если что-то сейчас там внутри российского общества чего-то такое произойдет, потому что мы же понимаем, насколько спецслужбы или военные все эти годы не любят Чечню и Кадырова. Ну, мы же это понимаем, что он себя всегда вел как государство в государстве. Да, и мы это все прекрасно понимали. То есть он находился под крышей защитой самого. Что ты с этим сделаешь? Такая же история с Рогозиным. Мы же понимаем, что такое ЧВГ ВАГ. Частная армия чья? Ну, не Пригожина же, да? Это частная армия товарища Путина, да, которая способна была выполнять разные задачи. А ведь в России же есть и официальные структуры. Вот и подумай. И когда Путин был всесильным, это упускалось из вида, это проглатывалось. А сегодня, когда все пошатывается, мягко говоря, то вот я думаю, что есть смысл и Пригожину, и товарищу Дону Кадырову, есть смысл подзадуматься, да, и о собственной судьбе, и безопасности, и о том, где и как им жить, так сказать, в следующем периоде. Ну вот и все, потому что Вагнер не выполнил свою задачу, я так вижу и понимаю. Вся эта критика, значит, это бессилие, ну, критика Кадырова в адрес российских военных. Она же от бессилия, от агонии. Он понимает, куда ему прятаться, в Саудовскую Аравию, ну где ему прятаться на территории будущей России. Там огромные компроматы, ненависть, там внутривидовая борьба давно, просто все это умело балансировалось, да, сдержками и противовесами. А сейчас все это просто всплывает, вот знаете, ты же знаешь, что обычно всплывает. Вот это обычно всплывает. И вот это сочетание большой политической жопы с тем, что всплывает, ну слушай, это такая история, просто от этого запаха там люди травятся, понимаешь? Да. И не знают, что им делать. Давайте все-таки перейдем к Украине, потому что, с одной стороны, у нас есть позитивные новости, есть официально начавшаяся, скажем так, операция по освобождению Луганской области, об этом заявил руководитель военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, уже населенные пункты отдельные, там украинский флаг. Какие, правда, пока не уточняется, но, может быть, туда ближе к вечеру, дальше, к завтрашнему утру, еще, может быть, позже мы все-таки увидим и фото, и видео, потому что, ну, вряд ли врет Гайдай, когда говорит, что началось. На Херсонщине то же самое. Об этом уже открыто говорит президент, и там север Херсонской области мы видим, какая вот стремительная и успешная операция, вот продвижение вооруженных сил Украины по освобождению этой части Большого фронта. Но прилетели дроны, и многие задумались, а где ПВО? А почему не сработало? А может, ПВО перебросили? А попали, не попали, куда попали? Ну, у нас нельзя в Украине говорить, куда попали, фотографировать, выкладывать. Это, ну, скажем так, чревато. Но кто-то все-таки выложил. И оказалось, что, ну, на видео видно военные объекты, вот там казармы. И задаешься вопросом, а что происходит? Неужели нашли вот эту, скажем так, свою вот эту нишу, сделать больнее, сделать еще больше, принести ущерб
российские войска с иранскими шахидами вот в этой российско-украинской войне. Как вы характеризуете эти качели настроения? Нет, никаких качелей в настроении нет, идут военные действия, боевые действия. Если в наземной операции Россия понимает, что им абсолютно нечего тут, нечего ловить, и контрнаступление вооруженных сил Украины будет продолжаться. В каком направлении, как, в каком темпе, с какой интенсивностью? Саш, мы с тобой не находимся в центре принятия решений, как планируются операции. Мы с тобой не знаем, что сегодня запланировало Луганское направление, Херсонское направление и так далее. Судя по поставкам оружия западного, то все это продолжается. Это с нашей стороны. В России понимают, что, еще раз, наземные операции, вот у них есть месяц, им ни одна мобилизация может не помочь. Сколько мы продвинемся за этот месяц, это другое дело. Кстати, насчет переименования операции, то я бы точно на их месте уже назвал бы ее контртеррористическая. Почему? Потому что, по их мнению, теперь вооруженные силы Украины залезают как на их территорию, они же что-то приняли все в Конституцию, то есть это ж террористы, я так понимаю. Вот, такая злая ирония, не знаю, глупость они такую с этими референдумами, чушь собачья. Вот, это мы наступаем и будем наступать, то, о чем мы с тобой говорили. Численный состав у нас сегодня превосходит, мотивационный уровень, на порядке выше. Там полная дезорганизация в российской армии, она видна просто невооруженным глазом. И, конечно, у нас достаточное уже количество оружия, может быть, не такого, как мы хотим, и немцы не дают нам леопарды, и, значит, Америка говорит, не-не-не, мы лучше вам советские образцы, чем современные образцы, и там ракеты 300 километров не дадим, а до 200 дадим. Это политика, мы сейчас об этом поговорим, потому что война — это не только поле боя, фронт. Война, она экономическая, энергетическая, финансовая, миром правят и интересы. Нравится то, что Спивак говорит, не нравится, это истина, это медицинский факт. Современным миром, как и миром средних веков, правят деньги, интересы, экономика. И я сейчас объясню, к чему я. Значит, это мы. Теперь они дроны. Слушай, во-первых, против дрона есть приемы. И я надеюсь, что Израиль нам тоже кое в чем поможет. Именно Израиль, у них есть эта антидроновая программа. И вроде есть какие-то договоренности о юге Украины, там Одесса, Николаев и так далее. Не знаю, Саш, я не выдаю никаких секретов, но по моей информации вроде есть. Прилет дронов, значит, в Киевскую область, в Белую Церковь, звоночек нам, сигнальчик нам, что надо что-то делать, ПВО, ПРО, как оно работает, что необходимо и так далее. Мы же много дронов сбиваем. И над той же Одессой, над Николаевым, много дронов сбивается. Эти прилетели. Как ты говоришь, что они попадают тоже в объекты, Саш, война, но они тоже попадают. У них в наземной операции провал, а количество ракет советских времен, там у них много всего этого есть, и оно может летать. Но я в сегодняшней, сейчас в нашей программе, слово в слово могу подтвердить то, что я говорил тебе 2 недели тому назад. Что не весь мир, как нам хотелось бы, заинтересован в безоговорочной и быстрой победе украинских вооруженных сил. Я всегда приводил один пример, что если у русских нет противодействия хаммерсам, а у нас их 12, то дайте нам 80, и мы закончим за месяц, за 2, за 3. Вы же нам не даете 80. Просто пусть зрители зададут вопрос. Почему? Отдельная тема. Что сегодня происходит, на мой взгляд? Мир поделен пополам. Одни, даже на 3 части. Одни хотят продления этой войны руками украинской армии, украинского народа, окончательно, истощить российскую экономику, ВПК и так далее, а может быть поменять там режим, потому что к этому тоже идет. Еще 2-3 таких болючих поражения, и, как мы с тобой говорили, несколько башен Кремля захотят принести, так сказать, что-то на блюдечке западному миру и поменять царя, который спотыкается постоянно. С другой стороны, у России остается этот шанс, потому что шанс шантажей.
я их так называю, шантажами. Их 3 шантажа. Энергетический шантаж. У России неплохие завязки на Ближнем Востоке и в Азии. И ты же видишь, что делает ОПЕК+. Это страны-производители нефти. Одним из крупнейших производителей нефти является Россия. Посмотри, как параллельно в один день практически ЕС говорит о санкциях там, против российской нефти, там, значит, потолок цен на трубопроводную или не на трубопроводную, а то, что идет морем и так далее, и так далее. Хотя чушь это абсолютно бессмыслица. Вот потолок цен сделает нефть только более дефицитную, а она может вообще исчезнуть, и все эти потолки рухнут. И в этот же день ОПЕК, как будто подтверждая эту историю, говорит, да мы тут готовы принимать решение и сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Как только ОПЕК это произнесло, сколько стоит нефть? Правильно, $92 баррель. Кто выигрывает? Правильно, в том числе Россия. Да, и миллионы и миллионы, сотни миллионов долларов будут продолжать течь в российский бюджет. Европа понимает, что поездка Джозефа Байдена в Саудовскую Аравию ни к чему не привела. И саудиты и ОПЕК не готовы, значит, выбросить, увеличить на порядок увеличить, значит, добычу нефти, чтобы снизить цену и чтобы сократить влияние русской нефти. Значит, с газом вопрос нерешаемый. Вот уже почти уже октябрь месяц, отопительный сезон. Альтернативу и стопроцентную замену русскому газу не нашли. А вот этот взрыв всех этих ниток СП и СП2, не будем сейчас разбираться, кто взорвал, кому выгодно. Да, если СП2 взрывается, значит это кому-то выгодно, безусловно. Но все это вместе приводит Европу, ЕС. Европа это ЕС, я имею в виду Германия и Франция, практически к экономическому катастрофе, к хаосу экономическому. Там останавливаются предприятия металлургической, энергетической промышленности. В Германии колоссальный рост цен на продукты, на непродовольственные товары. В Германии колоссальная инфляция, и во Франции инфляция. И люди начинают выходить на улицу. В той же Британии выросла цена на электроэнергию до просто катастрофических размеров. И госпожа Трасс, которая там месяц, без году недели, она только премьер-министр, там уже зашаталось кресло. И могу себя похвалить, уж прости, Саш, да, как только она была назначена премьер-министром, избрана, назначена, да, я сказал, что это до весны, потому что она сейчас подпишет ряд, на мой взгляд, да, подпишет ряд, так сказать, законов и решений примет непопулярных. И на фоне всеобщего кризиса, где-то к весне, она подпишет все экономические законы про выход из ЕС, да, экономический Брексит она подпишет, возьмет на себя весь негатив и уйдет. И так было запланировано теми, кто ее там продвигал. Ну, я рассчитывал, что до весны. А видишь, кресло уже зашаталось. Причем не просто кресло общественного мнения, что можно было бы сказать, ну, там общество недовольно, а уже внутри ее собственной партии, да, которая месяц назад там, с огромным перевесом над ее соперником избрала ее, уже сегодня начинаются качели. И поэтому к чему я тебе это? Что Европейский Союз, да, это вторая часть, вторая медаль, да, это те, кто категорически не хотят затягивания войны в Украину в осенне-зимний период. Просто из чувства самосохранения, не потому что они любят Путина или там не любят нас с тобой. Нет, они просто больше всего, Шольц больше всего любит граждан Германии. Да, а Макрон больше всего заботится о своем будущем политическом, а значит должен думать о мнении промышленников французских, да, большого бизнеса. Это же мы в Украине играемся со словом там олигарх, влияние на политику, не влияние. Такое впечатление, что в мире кто-то другой влияет на политику, кроме как крупный капитал. Что в Америке, что в Британии, что в Германии. Кто влияет на политику, на депутатов, на президентов, на канцлеров, кто лоббирует отраслевые законы, лобби, да, кто? Большой бизнес, транснациональный, глобальный бизнес. Европа сегодня реагирует на путинский шантаж энергетический и, на мой взгляд, делает все возможное, чтобы убедить Америку, убедить Украину, значит, прийти к какому-то миру. Это ЕС, Германия, Франция, Италия. Британия, наоборот,
Да, им что нужно? Им нужно уничтожить своих извечных соперников в России, и им нужно расколоть ЕС. Почему? Ну, Саш, Британия же вышла с ЕС, давай же, если мы говорим о геополитике, там нет места эмоциям. В геополитике нет ценностей, нет эмоций, нет слова хороший, плохой. В геополитике абсолютный прагматизм, цинизм и интересы. Британия вышла с ЕС, вышла. Что они хотят сделать? Чтобы ЕС перестала существовать. Что для этого нужно сделать? Чтобы первые экономики ЕС, французская и немецкая, ну наоборот, немецкая и французская, да, так сказать, да, пошли вниз туда, где-то к плинтусу. Тогда ЕС, так сказать, да, получает раскол, Британия выходит и начинает формировать что-то там новое, вспоминая о своих имперских амбициях, да, и что-то формировать новое на осколках ЕС. Вот вторая задача, вот третья задача. Пользуется ли этим Россия? Да, конечно, пользуется. Итак, энергетический шантаж, он немножко работает. Второй вид шантажа российского, это все мы про войну с тобой. Война это не только дроны и не только что происходит в театре военных действий на фронтах. Это мы сейчас с тобой тоже про войну, про геополитическую войну. Потому что сегодня идет война не просто России в Украине и с Украиной. Сегодня идет большая в мире глобальная война. За что, скажу тебе? За ресурсы, за недра, за литий, за алюминий, за никель, за жратву. Война сегодня в мире идет за покушать, за калийные удобрения, за пшеницу, в том числе российскую пшеницу. Ничего мы с тобой, Саш, с этим сделать не можем. Россия ресурсно богатая страна. Там вся таблица Менделеева в Сибири зарыта. Дмитрий, За это тоже идет... вы запомните, секунду. Запомните, пожалуйста, третий пункт, просто пока мы далеко не ушли. Это же феноменальная новость, которая подтверждает ваши слова. Ну, простите, когда Bloomberg пишет, что сжиженный природный газ достается Европе, а там слабые страны испытывают колоссальный дефицит, а в той самой Европе выходит министр экономики Германии и говорит, что товарищи, что делать? Нам продают по таким завышенным ценам, что просто на голову не напялишь. Кстати, дружественные страны. Он не назвал какие, но примерно все поняли, что никто... Саш, все понятно. Да нет никакой нет никаких дружественных связей. Задача Америки сегодня что сделать правильно? Выгнать русских с энергетического рынка Европы. Для чего? Ну, выгнать русских, чтобы что? Чтобы зайти на этот рынок самим. С чем зайти правильно? С сжиженным газом. Это экономика? Экономика. Это бабло? Бабло. Миром что правит? Бабло и экономика. Дальше. Значит, ну, коль скоро ты уже на эту тему, я в продолжении. Кто сейчас больше всего в выигрыше при поставках значит, оружия, ну, в том числе в Украину? Вон Швейцария, которая никогда в жизни не покупала ничего из современного вооружения, потому что она нейтральная страна. Вон там современные F-16, по-моему, закупают громадный контракт. Правильно, заработал военно-промышленный комплекс, в том числе Соединенных Штатов Америки. Все предприятия ВПК сегодня работают круглосуточно за бюджетные деньги. А что это правильно? Военное лобби. А что толкает и движет экономикой в мире, в том числе войны, Саш? Потому что военное лобби очень мощное в мире. А если не будет войн, и не надо будет изготавливать и производить оружие, то кому нужны нахрен эти предприятия? Они нужны только тогда, когда идет процесс. И этот ленд-лиз, и вся эта так называемая помощь нам, вот сейчас новые пакеты новые, как они сказали, Хаймерсы да, но в течение 2 лет. То есть что это имеется в виду? Что эти деньги сейчас пойдут куда? Правильно, на собственную экономику, в собственные американские предприятия, которые за 1,5-2 года будут производить, в том числе для Украины. Значит, теперь возвращаюсь. Энергетический шантаж. Значит, еще один шантаж у Путина – ядерный шантаж. Знаешь, Саша, у меня такое ощущение, что меньше всех этого боятся в Украине, больше всего этого боятся в Европе. Вот в этой Европе, вот в эти белые воротнички, вот оно рядышком, тут у них газа нету, тут дорого, промышленность воет, люди воют, хрен его знает, что в башке у Путина, может где-то там что-то, и это тоже на них действует. Я это исхожу не только из своих мыслей, я анализирую западную прессу, европейскую прессу. Да, и тут же выходят ломы, типа Ангелы Меркель,
Вы ее не списываете со счетов. Я ее не зря назвал ломом. От того, что она на пенсии, она ж клубнику не собирается, аж на плантациях польских. Против лома да? нет приема, помним. Да, она выходит и говорит, не-не-не, слушай, вы там, Путин, если сказал, то иди знай, что у него там в голове. Вы по-серьезному к этому относитесь. А на что это вышло? Просто так, ей Путин денег заплатил? Не знаю, не знаю. Но вышла и сказала. И поэтому все это вместе, вот оно действует. Цель и задача России, у них есть месяц. Они это понимают. Или в течение месяца им удастся, чтобы им удастся совершить сделку, я ее так называю, большую геополитическую сделку, где будет не только об Украине, естественно, где будет о титане, о никеле, о меди и так далее, о литии и так далее. Или вот у них есть месяц, или если эти шантажи не пройдут, то они понимают, что на поле боя им хана. В подтверждении моих слов, все, что вот эта вся шумиха, которая 2 суток уже поработила все информационное пространство, это Илон Маск. Да, если можно, давай об этом пару минут, это очень важно. Я скажу свое мнение. Не возражаешь, Саш? Да, ну потому что я туда его, как бы, этот вопрос немного к финалу нашей беседы готовил. Ну давайте сейчас. Пожалуйста. Давайте сейчас. Потому что то, что сказал Маск, и то, как у нас написали все издания, все там ресурсы, дал заднюю, ну тоже как-то вот коряво. Ну, Маск ни в чем, скажем так, ни перед кем не оправдывался и не говорил, что все эти опросы выше в Твиттер-ленте, это все ерунда. Он как бы, да, сказал, что России мы поддержки 0, а вот Украину мы, конечно же, поддерживаем. Какая-то корявая задняя вышла, да? Да никакую заднюю он не включал. Это эмоциональный фон внутри нашего украинского общества, потому что бомбят наши с тобой города, да, дроны прилетают по нашим домам, гибнут наши люди, и поэтому нам кажется, что вот эти эмоции, да, это же эмоции. Он дал заднюю, дал переднюю, блядь, ты не за нас, а ты предатель. Я уже вчера даже сказал, люди, не сотворите себе кумира, а то ни кумиров не останется. Да? Все, уже же не кумир Маск получается. Все Теслы продаем. Тогда у меня вопрос, а старлинками будем пользоваться? Или как бы продемонстрируем свои достижения в космической сфере за 30 лет? Ну, то есть как? Давайте определимся. То есть, потому что у нас так Маск перестал быть кумиром быстрее, чем Михо даже, понимаешь? У нас теперь остались 2 кумира. Это великий ужасный Борис, да, и Сережа Притула. Вот два кумира осталось. Да, ну, может, еще кто-то есть, не знаю. Не сотворите себе кумира. Теперь по Маску, там, заднюю, не заднюю. Что он сделал? Я просто переведу на... Да. Илон Маск, это же не просто Тесла. Это не просто гениальный предприниматель. Это не просто Starlink. Илон Маск – это общий мировой лом под 100 миллионов подписчиков. И поэтому Илон Маск – это больший лом, чем 3 Ангелы Меркель вместе взяты. В социологическом исследовании Илона Маска приняли участие, Саша, в голосовании 5 миллионов человек совокупно. Вот вам окно Авертона. Что это такое? Еще раз говорю. Илон Маск. Сейчас расскажу про окно Авертона. Ну, давай сейчас скажу. Окно Авертона – это когда от «ой, это невозможно», то, слушай, а почему бы и нет? Проходит несколько этапов с подключением ломов, научного обоснования, политического обоснования, экономического обоснования. И поэтому, когда вбрасывается какая-то тема в общество, которая сразу вызывает отторжение, говорит, да нет, этого не может быть. Ну как? Да, людоедство – это плохо, это отвратительно. Да, а потом подключаются какие-то, вообще, да, можно было бы об этом говорить, это тем и так далее. Илон Маск вбросил в общество, чтобы мы выпустили пар и чтобы посмотреть, что там. А если ты прочитаешь пункты, которые выдал Илон Маск в своем мирном предложении, то это точь-в-точь пункты стамбульских встреч, конец марта, начало апреля месяца. Там примерно то же самое. Поэтому Илон Маск является, как бы это сказать, он сыграл такую роль некой информационной торпедой глобального масштаба. Ты же не думаешь, Саша, что Илон Маск не связан с политическим эстеблишментом? Каким? Да, получая заказы там на
на связь с космосом. И Илон Маск высказал мнение не свое, а мнение, которое витает в том числе в определенных кругах, политических кругах Америки и витает в политических кругах Европы, мы с тобой об этом говорили. А теперь проследи. Разве не то же самое, примерно, по сути, высказывал Папа Римский Франциск, президент Мексики со своим мирным планом, премьер-министр Италии Драги со своим мирным планом, 100 раз об этом говорил Шольц, Макрон и так далее. Разве они не об этом? ООН, Гутерриш, МАГАТЭ, что вот надо мир как-то вот урегулировать и так далее. То есть пошла волна. Вот она или добьет ситуацию и будет некая сделка, или не добьет. Украина пока держится, да, и отвечает категорическим отказом, что мы территориями не торгуем, и говорить, значит, можно говорить, но только после освобождения территорий. Ну и Илон Маск вот с этим своим голосованием, это же не просто голосование, это же материал для изучения. Смотри, какие интересные цифры. Значит, первая ситуация это, что Крым типа российский остается, мы даем им воду, а на оккупированных территориях выборы с участием ООН, 40 за процентов, 59 против. Кстати, 40 приличная цифра, между прочим. Да. А второй вопрос, второй вопрос как? Крым и все оккупированные территории, мол, пусть сами определятся, с кем им жить. Почти 60% это набрало. Дальше, после Маска, это все начнут изучать политики, аналитики, транснациональные корпорации, люди, которые принимают мировые решения, кто стоит за громадными мировыми деньгами и ресурсами. И вот Илон Маск в одиночку за 24 часа провел общемировое социологическое исследование за бесплатно, которое стоит $1, да, примерно. Ломы подключились. Но обращаясь к гражданам Украины, я вот с твоего позволения, я хочу спросить, от чего мы накинулись на Илона Маска? $80 миллионов он нам помог из собственных денег. С Россией он обрубил все концы. У него просто эмоции другие, он прагматично рассуждает. И почему мы тогда не клинчим позором вот тех, кого я перечислил, там Ватикан, Ангелу Меркель, Шольца, Макрона, Драги и так далее? Разве они не туда же ведут? Туда же. Отчего мы тогда как-то так скромно молчим, а все накинули на Илона Маска? Да нет, потому что мы Дмитрий, сотворили не себе скажите. кумира. Накинулись и на Папу Римского, накинулись и на Драги, когда он вышел с мирным планом. Накидываются. И есть вот это, скажем так, кто пойдет против Украины, всему, каждому лому, вот точно есть сила, которая укажет на, собственно, его место, место его позиции, вот этой против Украины или хотя бы не понравившейся украинцам. Это тоже тренд, его тоже нельзя сбрасывать со счетов. Ведь... Это тренд, Саш, я с тобой соглашусь, но согласись, это тренд такого психологически-эмоционального характера, то есть общество украинское негативные эмоции проявляет по отношению к тем политикам, которые это говорят. Но я имею в виду, что официальная Украина не заносит же этих политиков в какие-то списки и так далее, то есть не выдвигает ноту протеста там, да, и так далее. То есть мы это все слушаем, и мы можем только высказать, что мы не согласны. Но мы же все понимаем, Саша, же терки, общемировые терки, извини за это слово, идут. А тут еще и КНДР рядом, где ракеты летают над Японией от Ким Чен Ы. И мир в шоке. Тут Ким Чен И, тут Путин со своей подлодкой, да, которая, подлодка Белгород. Я сын подводника, немножко так разбираюсь в современной всей этой истории. Это серьезная штука. Вот она там вышла в Белое море, а у нее там 6 гиперзвуковых штук, которые хер знает куда летят, да. И мир, понимаешь, это же все вот работает на вот этот вот шантаж. А почему шантаж возник? Потому что единственная страна в мире, кто больше всего заинтересован в мире сейчас, это Россия. Они понимают, что с каждой неделей они будут унижены в глазах мирового сообщества. Почему унижены? Потому что будут отгрызать те территории, которые так торжественно в Кремле, они как бы принимали в свой состав. Ну и еще один тезис на эту тему, и заканчиваем, с твоего позволения, вот эту часть.
Тезис, который как бы тоже подтверждает, что вот все это одновременно: Илон Маск, значит, Шольц, ядерный шантаж, Ангела Меркель. Встреча же в Турции была между советником, значит, Джейком Салливаном и главой офиса президента Андреем Ермаком в Турции, ну вот несколько дней назад. О чем-то же они говорят. И мне кажется, что говорят о некой выработке, может быть, позиции украинской власти, украинского государства, что мы хотим, как мы видим, так сказать, ну, когда-то ж, ну, это же естественная фраза, она, да, любая война, Саш, любая, столетняя война, вот, она всегда заканчивается за столом, ну, она всегда заканчивается дипломатическим путем. Вот нравится это, не нравится. Другое дело, что в войне бывают военные преступники, да, которые там предстают перед судом международным и так далее. Ну, в данном случае понятно, Владимир Путин, как главнокомандующий собственной армией, которая напала на суверенную Украину, является военным преступником. Да? Это понятно и не обсуждается. Понесет ли он наказание и ответ, предстанет ли он перед судом в Гааге? Не знаю, Саш. Не хочу гадать и не знаю, не убежден, вот честно, не убежден. Вот. А переговорная позиция Украины, безусловно, зависит от того, что происходит на поле боя. Вот мы с тобой закольцевали, начали с военных действий на фронтах, наземной операции, и через политическую, геополитическую как бы составляющую вернулись к ней. Да? Конечно, чем более активно будет продвижение вооруженных сил Украины, да, по всем направлениям, тем более сильная будет у нас позиция, и тем более ослабевать будет шантаж, значит, шантажи России. Что касается ядерной этой истории, там ударит, не ударит, невозможно залезть в голову таких людей, как товарищ Путин, да, не знаю. Есть у меня такое ощущение, что когда у человека агония такая, когда вот все, вот в угол, вот загнал сам себя в угол, ударить, может, и не ударит тактическим ядерным оружием, а какое-нибудь испытание где-нибудь там на дне моря, океана, может, что и проведет показательно, да, чтобы опять напугать мир. Но, Саш, согласись опять, мир, он, может, напугает, но, во-первых, мир точно ответит, а во-вторых, опять я спрашиваю, а как это повлияет на ситуацию на фронтах? Разве это поменяет планы вооруженных сил Украины? Нет, не поменяет. А вот это отвернет от Путина даже тех, кто сейчас как бы с ним, да, он, думаю, отвернет, потому что недвусмысленно заявил МИД Китая, что, ну, как бы вообще, то есть ядерная, да, угроза ядерного там, да, и применение ядерного оружия, это как бы, ну, это вообще и так далее. Это сигналы. И я не думаю, что в России этих сигналов не понимают. Потому что единственное, на кого они могут опираться, это вот это страны БРИКС, да, это Индия, Китай, там Бразилия, Иран, да, ну и так далее. Ну вот так. Да, одно уточнение, и дальше поговорим о внутренней украинской кухне, но это очень серьезное уточнение. Смотрите, Анджей Дуда сказал в одном из своих интервью свежих, что он открывает вопрос о размещении ядерного оружия Соединенных Штатов Америки на территории Польши. И вот эта стратегическая картина вот этой холодной там, гонки ядерными вооружениями, то есть не горячая фаза российско-украинской войны, а вот мировой ядерной войны, она тогда приобретает совершенно новые краски. С одной стороны, угроза, вот то, о чем говорили там в Москве в самом начале так называемой спецоперации, угроза из Польши куда будет более реальная. И это, с одной стороны, делает бессмысленную вот эту эскалацию на территории Украины. С другой стороны, мы видим, как Зеленский только заикнулся о претензиях к Будапештскому меморандуму и возможному, скажем так, праву Украины, не действию, а праву Украины возобновлять ядерный статус своего государства, как, собственно, и началось. Многие аналитики говорят, что это, в принципе, спусковой крючок, какой-то повод, да, вот зацепился за слово Путин и попер. Саш, ну, могу прокомментировать. Польша сегодня претендует на роль лидера Восточной Европы.
просто претендует на роль такого главного партнера Соединенных Штатов Америки, да, Восточной Европы. Польша, видя некую уязвимость и экономическое ослабевание Германии и Франции, ну, хочет их заменить собой. Да, поэтому делают вот такие громкие заявления. Какой, не так скажу, значит, какой в этом для нас, какой резон и какая польза для Украины? Я тебе скажу, Саш, мне кажется, никакой. Будет ли американцы размещать в Польше ядерное вооружение? Нет, не будет. Ну, потому что, ну, все тогда. Ну все, тогда понеслась. И это просто, на мой взгляд, Польша, так сказать, да, как радиотранслятор от американских товарищей. То есть Путин под лодку Белгород в Белое море, а Анджей Дуда говорит: окей, давайте, а мы американское оружие разместим здесь. Ну и погнали. То есть идет вот эта вот сумасшедшая, вот эта игра опасная, взрывоопасная игра. Вот когда играют на этих кнопках ядерных, и у кого он толще, эта кнопка, это плохая история. Но положительного здесь то, что ну, не только ж Путину пугать мир применением ТЯО, тактического ядерного оружия. Ну вот и как бы Европа говорит: ну окей, мы близко, вот здесь разместят, и он, так сказать, да, практически рядом Кремль. Саш, будем с тобой все вместе надеяться, что и то заявление останутся лишь заявлениями, потому что Альберт Эйнштейн когда-то сказал, да, что я не знаю, чем будет там Третья мировая война вестись, да, но четвертая палками и камнями. Ты же понимаешь, что если не дай Господь, то все. А миром что правит? Правильно, деньги, капитал, экономика, транснациональные корпорации. Скажи мне, их интересует уничтожить все их или их интересует зарабатывать бабло? Их интересует зарабатывать большое геополитическое бабло, делить ресурсы, рынки, страны, политические режимы и так далее. А для этого что? Правильно, войны вести еще можно, но, так сказать, переступить вот эту ядерную черту, конечно, нельзя, потому что она сметет все. Вот и идет вот такая вот история. Мне понравилось другое заявление Польши, уж извини, да, как-то так торопятся они. Говорят: мы считаем, что польские власти, польские предприниматели должны, значит, принять самое активное участие в восстановлении Украины вот за деньги, конфискованные, значит, российских активов. То есть такой план Маршалла по-польски в действии. То есть у нас еще идет война, они уже делят бабки и уже хотят, чтобы польские фирмы и предприятия, значит, здесь, я не очень понимаю, почему. Мы и сами, наверное, сможем, и у нас свои предприятия надо запускать, и экономику надо запускать и так далее. То есть я бы так к полякам обратился: ребят, не торопитесь, рановато еще как бы делить эти активы. Кстати, они еще нам не достались. И судя по высказыванию Швейцарии и президента Швейцарии, там же, Саш, не эмоциями живут, а демократия – это процедура. Демократия – это же не эмоция. И поэтому швейцарцы говорят: да нет, да, заморозка активов – это себе одно. А вот так забрать и отдать Украине без прохождения юридических моментов у нас, говорит, так не принято. Ну, в мире, в Европе они никогда не создадут прецедент, потому что частная собственность в западном мире – это священная корова. Поэтому должны быть судебные иски, разбирательства, арбитражи, а на это могут уйти, слушай, ну, месяца, может и годы. И поэтому швейцарцы так охладили немножко наш пыл, что, мол, активы заморожены, пусть лежат, но пользоваться ими нельзя. Да. Ведь это же не я придумал. Дмитрий, об Украине. Конечно, как гром среди ясного неба, но весьма ожидаемо. При небольшом, скажем так, ослаблении доллара по отношению к гривне, ну вот таком небольшом, уходит Шевченко, глава НБУ. Как-то все восприняли очень, ну, должны были воспринять и рынки, и люди, и, собственно, это очень тревожно, но как бы такой паники особенной нет, и возникает вопрос именно аналитический. Что происходит? Почему доллар по 50 вновь возвращаются в информационное, скажем так, в информационную повестку и на кухне среди людей, которые там в Украине обсуждают, а что, как быть, что будет дальше с экономикой? Что думаете?
Во-первых, да, сейчас отвечу тебе на этот вопрос. Мы же как бы в онлайне вот приходят сообщения, что типа, ну вот мне там в каком-то телеграме вот прочитал, и другой инсайт подтвердил. Я не утверждаю, что это так. Я говорю, что ну, у меня такая информация, что, мол, пару часов тому назад Путин приехал все-таки в Кремль, и что-то там они готовят, заявление, не заявление. В общем, короче, Сань, если они объявят не спецоперацию, а антитеррористическую операцию, то мы скажем, что они воспользовались нарративами Шелеста и Спивака. И нехрен вот это вот, да, что они там обезьянничают. Пусть что-то придумают новое. Теперь про Шевченко. Никакого отношения ни к доллару, ни к курсу вообще ни к чему не имеет права, не имеет, на мой взгляд, отношения. Там просто он перестал принимать решения. Есть там госпожа Рожкова, как ты понимаешь, и многие процессы во время войны, падения экономики, сложной монетарной политики, кредитов, займов и так далее. Ну, в общем, роль Национального банка достаточно серьезная. И я думаю, что Шевченко по накопительной просто, да, по совокупности всего того, что он как бы не может принимать те решения, которые должен принимать первый человек, ну, вот так вот написал заявление и так далее. Ну вот Уже, странный, я думаю, Дмитрий. можно говорить. Ну странный же. Шмыгаль сколько уже времени в этой позиции? Шмыгаль это святое, ты вот это перестань. Шмыгаль это святое, потому что Шмыгаль, у него все в среднем, он же каждую неделю выдает, знаешь, ну, кстати, не могу, ну что я могу сделать? Ну, Шмыгаль что сказал, что надо запасать, что надо понять, как он сегодня сказал, они с Ветренко, конечно, на перегонки. Значит, глава нефтегаза нашего, нашей государственной компании, задача которого добывать наш с тобой газ и продавать нам его гривны за 3, глава нефтегаза говорит, да, газа нет и не будет, скоро надо переходить на мусор. Хочется спросить, нахрен ты нужен, Ветренко, если глава нефтегаза говорит нам об этом, имея миллионные зарплаты, премии и так далее, и уничтожив с товарищем Коболевым весь энергетический сектор. Причем для зрителей, которые сейчас, может быть, начнут защищать Ветренко, да, и кричать, что Спивак ты, один вам пример на подумать. Просто я вам вопрос задам, а вы себе там ответьте. Почему все частные украинские газодобывающие компании, все, у них добыча газа растет, и только государственная Укргаздобыча в состав нефтегаза, добыча газа падает. Я вам задаю вопрос, вы себе ответьте. Так вот, значит, Ветренко говорит, что вот будем на мусор переходить, а глава правительства говорит, будем экономить электроэнергию, все это там выключайте, если хотите там где-то что-то по ночам включать. Они бред, ну бредят. Дальше он недавно что-то сказал в среднем, что в среднем курс доллара, средний курс доллара по году, что-то 37 он назвал. Где он это взял? Что это за формулировка для премьер-министра страны? Средний курс доллара. Мне вот сейчас как этим воспользоваться? Вот я выхожу, доллар 41, а мой премьер говорит в среднем 37. И чего мне с этим делать? И вообще, как может премьер-министр, который 3 дня тому назад сказал, что мы продолжили и увеличили экспорт электроэнергии в Европу, ну то есть у нас до хрена электроэнергии, значит, раз мы экспортируем в Европу, проходит 3 дня, он говорит, у нас полная, как бы это сказать, плохая ситуация с электроэнергией, будем экономить. Так будем экономить или мы экспортируем? Объясните хотя бы нам, ну, гражданам страны, жителям, объясните, так же нельзя. Дальше Шмыгаль говорит, надо заготавливать дрова. Вы что, с ума сошли, что ли? Кто-то еще сказал буржуйки ставить. А как в 5-этажном или в 9-этажном доме буржуйку ставить? А как помочь сотням тысяч людей, которые остались без крова? Да, и так далее. Поэтому, и поэтому к Шевченко возвращаюсь. Саш, именно так. Шевченко же не регулирует курс доллара. Там просто разногласия и конфликты. И судя по той кандидатуре, которая практически будет утверждена, это Андрей Пышный, и я лишь, так сказать, утверждаюсь в своем, что это просто вот пришло время вот какие-то внутриведомственные конфликты вышли вот на тот уровень, когда человек сказал, ну, я тогда ухожу. Ну, то есть, если я здесь не могу принимать решения, я тогда ухожу. Кстати, да, ну а про нефтегаз я уже все сказал. То есть, газа в украинских недрах абсолютно достаточно, чтобы мы 20 ярдов добывали в год. Себестоимость там под 2 гривны, да, плюс там все расходы и так далее. То есть по 3,5-4 гривны любой специалист вам скажет, мы могли бы
да, продавать газ во все домовладения и гривен там по 7-9 нашей украинской промышленности для восстановления. В Украине есть газ. В Украине есть то, чего в большей части Европы нет. И сколько расследований я проводил в довоенное время. И кем только меня не обзывали и не называли. Сколько я расследований с цифрами, с фактами, с названиями проводил по тому же нефтегазу и показывал, что такое Коболев, где Ветренко и так далее. А напсоветы нефтегаза, которые жируют на миллионные зарплаты. Что нам, гражданам Украины, от того, что вы жируете на миллионные зарплаты? Вот, поэтому вот так. Давай посмотрим, как будет новое руководство Национального банка Украины действовать, как будет монетарная политика изменена, не изменена, что будет с курсом и так далее. Да. И у меня еще одно тут сообщение пришло интересное. Говорят, расскажите, что вы знаете о Нобелевском, значит, заседании Нобелевского комитета. Нет, мы сейчас об Ты этом что-то поговорим знаешь? обязательно, Дмитрий. Вот, Я хочу, видишь, я не я хочу знал, сейчас, знаю. прямо сейчас, ну не только же к Дмитрию приходят сообщения, хотя у меня важное объявление, что Дмитрий Спивак будет отмечен как пользователь Ютуба. У него там еженедельные программы, то есть не одна, у него, скажем так, есть даже своя аудитория и вот свой успех, вот успех у этой аудитории. Поэтому, если вы хотите присоединиться, пожалуйста, перейдите по ссылке, нажмите подписаться, колокольчик и поддержите Дмитрия в его, скажем так, стараниях и начале, скажем так, начале вот такого пути YouTube-аналитика для тех, кому нравится. Будьте тем, кому нравится. Спасибо, На мой Саша. канал То есть тоже, мы пожалуйста. бартером обменяемся. Так. На мой канал тоже, пожалуйста, подпишитесь. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Я благодарен, что вы досмотрели до этого места. Дмитрий, вы тут скромничали и извинялись за то, что там как бы употребляли слово true, да? Так у вас сзади это слово, если не знающий английский язык человек, собственно, смотрит на вашу картинку вот уже достаточно продолжительное количество времени. Что за доска сзади вас? Правда Дмитрия Спивака. Просто для тех, кто не умеет по-английски, и для тех, кто считает русский, значит, не языком, значит, Достоевского или Жванецкого, а языком Путина, то там есть и по-немецки, и по-молдавски, в общем, на всех языках. Слово «правда», потому что правда Дмитрия Спивака, это ж моя правда. Я вот с ней всегда иду к людям, нравится, не нравится. Я человек такой, я всегда говорю то, что я думаю. И я всегда искренен в том, что я говорю. Могу ошибаться? Конечно, могу ошибаться. Вот, поэтому правда, все, пожалуйста. Да, замечательно. Друзья, и сейчас я хочу, чтобы все перенеслись буквально там на 20 секунд в прошлое. Вот кто бы мог подумать вообще, что Россия нападет на Украину? Вот буквально там год, 3 назад, да, вот мы же хорошо примерно помним себе 5 лет назад. И, конечно, люди испытывают такой бешеный шок от того, что вот какими они были 3-5 лет назад и что происходит сейчас. Но здесь возникает еще 2 таких шока, которые я хочу, чтобы вы в финале нашего разговора, Дмитрий, откомментировали. Шок номер 1. Вот Алла Пугачева, израильское гражданство, израильский паспорт показали вот уже в сети разные средства массовой информации. Владимир Зеленский, 5 лет назад, давайте перенесемся, успешнейший продюсер, лауреат Нобелевской премии мира. Это букмекеры говорят. Не Грета Тунберг, не какая-то там, скажем так, и Тихановская, Навальный, Всемирная организация охраны здоровья, а Владимир Зеленский. Нобелевская премия. Это с нами, что с нами делает время. Как вы охарактеризуете то место во времени, в историческом процессе, в котором мы сейчас находимся? Что это? Излом. Это геополитический излом и новый передел мира, которого не было после 1945 года и Ялтинской конференции. Вот прошел такой исторический период, где такие организации, как ООН, ВООЗ, ЕС, во многом МАГАТЭ, они изжили себя, особенно ООН, смешная история, да, Совбез ООН, где выносят какой-то документ против страны-агрессора, а страна-агрессор имеет право вето, да, и классик здорово говорил, что-то, я спросил у правоведа,
что такое право вето. Это право, он ответил, положить на все на свете. Право вето. Положили на все. То есть эти организации себя исчерпали. Они не соответствуют духу времени и не соответствуют своим функциям. Поэтому мы сегодня живем, да, как сложно жить в эпоху перемен. Мы сегодня живем в эпоху большого геополитического передела и излома. К сожалению, вот наша земля с тобой, Саш, наша страна, Украина, вот стала вот эпицентром этой всей истории, да, к сожалению. Единственное, хочу тебя поправить, ты сказал там, могли ли мы думать о том, что Россия нападет на нас там год-пять назад. Слушай, я 22 числа не верил в это. 22 февраля, я не, как и многие, как и президент Зеленский говорил, ну этого не может быть, потому что быть не может. Ну, потому что в здравом уме это невозможно представить. И я говорил, что там, да, после признания ЛДНР, да, ну, может быть, да, какие-то провокации, какие-то там точечные, может быть, что-то там на Востоке будет происходить. Но пойти войной с ракетами, самолетами, танками, пойти войной, бомбить украинские города, если кто-то мне может сказать, что я это все себе знал, ну, ребят, вы гениальные, я не знал, я не верил, искренне не верил. Более того, Путин же бомбит как раз русскоязычные города и стирает с лица земли русскоязычный Мариуполь, Харьков, Николаев, Одессе моей достается. Сейчас просто зерновая сделка там идет, поэтому, ну, вроде так, да, как бы статус-кво какой-то. То есть русскоязычные люди, кто как бы, да. Поэтому, Саш, вот это невозможно было. Я не знаю, кто это мог, ну, не знаю, что тебе сказать. Это страшная какая-то история, которая, не знаю, это за гранью человеческого восприятия. А раз так, то и мир сегодня реагирует совершенно иначе. И то, что нам казалось окно Авертона 8 месяцев тому назад невозможным, ну мы же не думали, Владимир Зеленский номинант на Нобелевскую премию мира. Скажи тебе об этом в январе. Ну ты бы сказал, ну что это, чушь какая-то, да? А сегодня мы же говорим, что да. И мы же понимаем, что это политическое решение. И мы же понимаем, что Владимир Зеленский имеет все шансы. А тут же еще и совпадение цифр потрясающее, феноменальное. Это же для зрителей, может быть, не все знают. Результат будет оглашен 7 октября. А 7 октября – это день рождения Путина. Ему 70 лет. И я думаю, что ему сделает мировое сообщество в лице Нобелевского комитета, или как он называется, я думаю, что ему сделают вот такой подарок, да, и президент Украины, на которую Путин напал, получит звание, ну как это там, звание, да, или Нобелевскую премию, станет лауреатом Нобелевской премии мира. Ну и войдет, конечно, в историю, да, войдет в историю. Кстати, вот интересные даты и цифры. Я не нумеролог, но ведь интересно, 7 октября, Путин 70-летие, не таких поздравлений он ждал, ни с полей фронтов, ни с политических фронтов, ни с Нобелевского, так сказать, комитета. Мы же понимаем, что российские лоббисты где-то полгодика тому назад вполне рассчитывали, что к 70-летию своему боссу они, так сказать, смогут подарить, да, что-нибудь Нобелевское, да, а тут все будет не так. Не хочу, так сказать, забегать вперед, там осталось пару дней, но большие шансы Владимира Зеленского получить вот Нобелевскую премию мира. И почему нет, это будет заслуженно, потому что во время войны он продемонстрировал самые качества, качества, которые объединяют, качества, которые дают надежду, и качество силы. Потому что в первые месяцы, многим было страшно, многие очень... Это сейчас уже все посмеиваются, да, уже, да, мы наступаем, и русские смешные, и Путин смешной. 5-6 месяцев тому назад иначе было. И мы же помним, как американцы говорили, что они предлагали эвакуироваться Зеленскому и его ближайшему окружению, эвакуироваться с Украины и, так сказать, да, руководить армией, руководить государством извне. И он отказался.
Но это был мужественный поступок. И я ж человек очень объективный. До войны я критиковал власть, критиковал по делу за коррупцию и так далее. И был искренен. А сегодня я говорю респект за этот поступок, и я искренен. Эти 6 месяцев я ввел практически внутреннюю самоцензуру. Да, я стараюсь очень мало критиковать, потому что сегодня не время. Только точечно по делу, по цифрам, по министерствам, по отраслям и так далее. Вот, поэтому, да, Саш, вот в такое время мы живем, и мой прогноз такой. Все эти терки, если не закончатся, то подойдут к какому-то предварительному финишу, к выборам в Америке, а это ноябрь, и к саммиту G20 в Индонезии, а это тоже ноябрь. Вот до ноября мир или к чему-то придет и как-то все поделит, кому титан, кому пшеница, кому кто на чем зарабатывает, кто куда везет и так далее, или не поделит. Как мы будем это знать, скажу тебе. Если Путин и Зеленский примут решение лететь в Индонезию, значит, вполне возможно открыто окно для каких-то переговоров, и к этому подведена почва. Если не поедут, то понятно, что мир вступает, продолжает идти вот каким-то вот путем, пока каким-то образом не наступит развязка. Поэтому я верю в мир, я верю в наши вооруженные силы Украины, в дух наших военных, да, в объединение людей. А когда закончится война, вот тогда, Саша, и будем открывать с тобой, как люди публичные, будем открывать второй фронт борьбы с коррупцией, с мародерством, с профнепригодностью, потому что у нас шанс появился, великий шанс построить цивилизованную, богатую европейскую страну. И этот шанс достается кровью и смертями тысяч людей. И от нас с тобой в том числе будет зависеть, да, воспользуется Украина этим шансом или нет. Но это будет после войны, а пока все силы вот для того, чтобы победить, и пришел мир. Дмитрий Спивак был моим собеседником. Дмитрий, спасибо большое за эту беседу и за этот разговор. Спасибо. Друзья, Спасибо. всем спасибо за просмотр этого видео. Пожалуйста, оцените его комментарием, лайком, подпишитесь. YouTube-канал Дмитрий Спивак, YouTube-канал Александр Шелест. Будьте вместе с нами. Интересно, что вы думаете по поводу вышеизложенного. Ну и, конечно, наше пожелание, друзья, берегите себя. Сейчас это очень важно. Увидимся обязательно. До скорого.